Ты живешь в симуляции. Это не гипотеза и не фантазия. Это вывод, к которому пришли ведущие ученые и философы нашего времени. Профессор Оксфорда Ник Бостром сформулировал то, что сегодня называют самым убедительным доказательством искусственной природы реальности. Цивилизации, достигшие достаточного уровня развития, неизбежно создают симуляции. Эти симуляции становятся настолько масштабными, что внутри них живут миллиарды сознаний, не подозревающих, что они – часть программы. Аргумент Бострома прост и пугающе логичен. У человечества 3 варианта будущего. Первый – цивилизации вымирают раньше, чем создают симуляции. Второй – они выживают, но никогда не запускают такие эксперименты. И третий вариант – если симуляции все же создаются, то вероятность того, что мы уже в одной из них, становится почти 100%. Мы – именно эти сознания. Мир, который ты видишь вокруг себя – это код. Его можно переписывать, взламывать, изменять. И чем глубже мы смотрим в физику, квантовые эксперименты и собственное восприятие, тем отчетливее понимаем – мы не в реальности, а в искусственно созданной системе. Сегодня не только философы, но и крупнейшие ученые мира говорят об этом открыто. Илон Маск прямо заявил: шанс того, что мы живем в реальной базовой реальности, составляет 1 на миллиарды. По его словам, развитие компьютерных игр и технологий виртуальной реальности неизбежно приведет к тому, что различить игру и реальность будет невозможно. А если так, значит, мы уже внутри такой симуляции. Астрофизик Нейл Деграсс Тайсон добавляет: вероятность того, что все вокруг – лишь вычислительная модель, очень высока. Он сравнивает нас с персонажами в игре, которые убеждены в своей свободе, но на самом деле живут по прописанному коду. И это не единичные мнения. Философ сознания Дэвид Чалмерс говорит, что гипотезу симуляции нельзя отмести. Физик Массачусетского технологического института Макс Тегмарк считает, что Вселенная сама по себе – математический код. Нобелевский лауреат Джордж Смут прямо заявлял: «Если мы живем в симуляции, это не фантастика, а очень вероятный сценарий». Даже такие ученые, как Пол Дэвис и Стивен Хокинг, указывали на то, что законы природы выглядят как прописанный алгоритм. Но это не только мнение ученых. Квантовая физика буквально подтверждает ту же картину. Эксперимент с двойной щелью показал, частица ведет себя как волна, пока за ней никто не наблюдает. Но как только появляется наблюдатель, она выбирает конкретное состояние. Другими словами, сама реальность отрисовывается только тогда, когда кто-то смотрит. Глюки восприятия, сбои матрицы, странные совпадения, дежавю – все это можно видеть как следы кода. Мы привыкли списывать такие явления на случайность, но если смотреть через призму симуляции, они выглядят как сбой программы, как ошибки в системе. Но сама идея о том, что мир не реальность, а иллюзия, гораздо древнее науки. Веды называли ее майя – завеса иллюзии, скрывающая истинное. Человек видит образы, но не видит источник, который их создает. Буддизм говорит: форма пуста, а пустота есть форма. Все, что мы воспринимаем как твердое и реальное, на самом деле постоянно меняется и зависит от восприятия. Христианские мистики называли мир тенью, сном, временной школой души. А суфии учили: жизнь – игра, в которую мы вошли, чтобы вспомнить, кто мы.
Эти учения не знали слова «симуляция», но их описания удивительно совпадают с тем, что сегодня открывает физика. Мы живем в отражении, в модели, в обучающей программе. И если мы принимаем эту программу за единственную реальность, мы остаемся в клетке. Но если мы начинаем видеть саму игру, мы приближаемся к настоящей свободе. Здесь возникает самый трудный вопрос. Если мир – симуляция, если даже наши мысли и эмоции прописаны в программе, может ли быть так, что и чувство «я есть» тоже является кодом? Что даже наблюдатель – лишь еще одна иллюзия? На первый взгляд это похоже на правду. Программа может создавать воспоминания, эмоции, даже ощущение «я думаю» или «я наблюдаю». Но у этого есть предел. Все, что можно описать, назвать, ухватить словами, да, может быть частью сценария. Но само чистое присутствие нет. Представь экран. На нем идет фильм. В фильме есть герои, события, даже сцены, где кто-то вдруг понимает, что он смотрит фильм. Но все это все равно картинка. Однако сам экран не картинка. Он вне сюжета. Так и здесь. «Я есть» — не содержание, а сам экран сознания. Оно не описывает ничего. Оно просто есть. В нем появляются мысли, сомнения, даже идея о том, что наблюдатель — это код. Но само это сомнение тоже наблюдается. И вот это ключ. То, что видит даже мысль о своем собственном несуществовании, не симулируется. Это и есть то, что нельзя подменить программой. То, что вечно остается реальным, даже если весь остальной мир окажется иллюзией. Другими словами, все, что возникает в тебе, мысли, чувства, образы, может быть частью программы. Но то, что замечает это, не является объектом. Любой код может нарисовать картинку, но сам акт видения картинки всегда за пределами кода. И именно это делает тебя настоящим. Если все это — код, симуляция, программа, то что остается настоящим? Ответ прост. Наблюдение. Ты можешь быть фигурой внутри игры, действовать по правилам, подчиняться коду. Но в любой момент ты можешь вспомнить себя как того, кто видит игру. Этот уровень нельзя закодировать. Программе подвластны твои эмоции, реакции, привычки, даже мысли. Но когда ты становишься наблюдателем, программа теряет контроль. Попробуй сейчас. Закрой глаза и просто осознай то, что происходит в тебе. Мысли, фоновые чувства, тревога или спешка – все это лишь строчки кода, всплывающие в поле твоего сознания. Но есть нечто глубже, то, что замечает их. Это «я есть». Оно не мысль и не эмоция. Это чистое присутствие. В этой точке ты не персонаж симуляции. Ты свидетель. И чем больше ты возвращаешься в наблюдение, тем меньше код управляет тобой. В древности говорили: мир, майя, иллюзия. Сегодня мы называем это симуляцией. Но выход всегда один — вспомнить того, кто видит. Потому что игра может продолжаться, но ты уже не спишь внутри нее. Ты видишь ее прозрачной.
Мир вокруг тебя может быть кодом, симуляцией, программой, но то, что видит этот код, никогда не было его частью. Когда ты возвращаешься в чистое «я есть», ты выходишь за сценарий. Ты перестаешь быть фигурой в игре и становишься тем, кто видит экран. И вот в этом настоящая свобода. Потому что реальность можно подделать, а наблюдателя — никогда. Это не про то, чтобы иногда садиться в практику. Это про то, чтобы снова и снова возвращать себя в точку наблюдения, в любое мгновение, среди обычных дел. И если ты живешь именно так, то, возвращая себя каждый раз, когда уносит программа, то обычно за месяц, 2, 3 в тебе появляется устойчивая опора. Неправильно или неправильно, а просто постоянно. Постоянно вспоминать себя как того, кто смотрит.